Всем привет, народ! Думаю, вы поняли уже по названию выпуска, что сегодня мы разберем такую тему, как правильно подобрать турник. Это очень важная тема. Я проходил где-то целый час по районам, чтобы найти подходящий турник. 1 hour later. Я его нашел. Сейчас я расскажу 5 критериев для того, чтобы подобрать реально грамотный турник для своих тренировок. Первый критерий – это высота турника. Турник должен быть на высоте вытянутых рук, точнее чуть выше. То есть, когда мы запрыгиваем на него, расстояние между ногами и землей должно быть не больше 10-15 сантиметров. Да, вы можете это увидеть. Чтобы при любой раскачке, при любых элементах наши ноги не шоркались об землю. Это был первый критерий. Второй пункт – это подстилающая поверхность. В данном случае у нас это земля и трава. Это самая идеальная поверхность для того, чтобы она находилась под турником. Либо можно выбрать всем известное резиновое современное покрытие. Но лучше всего подойдет земля с травой, потому что это самое мягкое. Ни в коем случае не используем асфальт, гравий, песок, потому что при любом неудачном падении можно очень хорошо кирдыкнуться и травмироваться. Помню, когда я учил топорик, я это делал на турнике, где была под ним земля с камнями, точнее песок, с острыми камнями. И все эти камни мне при падении воткнулись в колени. Я тогда целых 2 недели не мог нормально ходить. Так что, ребята, выбираем реально грамотную подстилающую поверхность. Земля, трава, не знаю, может кому-то повезет, будет бассейн, вода. Третий пункт – это устойчивость турника. Турник должен быть очень хорошо устойчив. Даже этот турник маленько шатается, но все же его можно засчитать за устойчивый. Если вы найдете турник, который шатается в земле, то со временем он может вообще вылететь, и вы можете нормально себя переломать. Четвертый пункт в моем списке – это толщина перекладины. Посмотрите на эту перекладину. На мой взгляд, это самая идеальная толщина. В любом случае, пальцы должны полностью обхватить перекладину и замкнуть. То есть у вас не должно быть вот так как-нибудь. Когда знаете, такие перекладины толщиной, как вешают ковры, это не подходит. Перекладина должна быть вот примерно такой, чтобы у вас вклад был полностью замкнут. Большой палец должен полностью обхватывать перекладину и совмещаться с другими пальцами. Также не подходит перекладина толщиной полсантиметра или сантиметр. В общем, очень тонкие перекладины тоже очень вредны. Потому что если вы научитесь делать какие-то элементы на тонкой перекладине, то когда вы приедете на нормальные соревнования или куда-либо еще, там будут перекладины по-любому толще, шире, и вы, скорее всего, будете слетать и не сможете показать тот же уровень. И последний, 5-й критерий – это длина перекладины. Точнее, расстояние перекладины от столба до смыкающего столба. Чем длиннее будет перекладина, тем будет лучше. Обычно во дворах мы видим турники примерно такой ширины. То есть все. В обычных дворах это максимальная ширина. Вот, как я сейчас установил руки, это и есть максимальная ширина турников во дворах. Это не подходит для изучения динамических элементов, потому что при перелете через турник, при каких-либо оборотах можно зацепиться об столб и упасть. И чем шире расстояние от столба до столба, тем будет лучше вам. И на этом видео про то, как подобрать грамотный турник для тренировок, окончено. Надеюсь, вы усвоили все 5 критериев и теперь сможете грамотно подобрать турник. Подписывайтесь на канал, следите, потому что будет очень-очень жестко. Все. Всем спасибо за просмотр. Пока.